Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня приготовим очень нежное печенье мини-сочники с начинкой. Хрустящие сверху, мягкие внутри, ароматные конвертики с творожным наполнением. Готовится с самых простых продуктов, а получается печенье, которое улетает за секунды и остается вкусным даже на следующий день. Тесто и начинка универсальные, и с него можно готовить и печенье, и рогалики, или любую другую выпечку. Все тонкости расскажу в процессе приготовления. Итак, начнем приготовление. В миску добавляем 100 грамм размягченного сливочного масла комнатной температуры. 100 грамм либо 90 грамм, можете до 80 уменьшить, если не любите сильно сладкое. Добавляем сахара. У меня 100 грамм. И вымешиваем миксером примерно несколько минут, чтобы масса побелела и стала немного пышнее. За это время сахар немного растворится. Как только масса стала светлеть и немножечко стала пышнее, выключаем миксер. Дальше в массу добавляем одно яйцо. И снова миксером вмешиваем, чтобы яйцо хорошо вмешалось, примерно полминутки. Как только вмешали яйцо, выключаем миксер. Вот такая вот пышная светлая масса получается. Дальше добавляем 100 грамм сметаны любой жирности. У меня 15%, можно и 20%. И снова перемешиваем секунд 20, чтобы сметана также хорошо вмешалась в массу. Вот такая вот масса получается. Ее отставляем пока в сторону. И дальше займемся сухими ингредиентами. В муку 350 граммов. Добавляем щепотку соли. Пакетик ванильного сахара, либо ванилин, примерно 1 грамм. И чайную ложку разрыхлителя, либо пол чайной ложки соды. И все смешиваем. Мука уже у меня просеянная. И дальше добавляем муку частями уже готовую смесь. Примерно в 2-3 приема. И лопаткой хорошенько вмешиваем муку в тесто. Как только вмешали одну часть, сразу добавляем вторую. Это тесто месить долго не нужно. Сразу же вмешать муку и собрать в комок. Лопаткой уже вымешивать тяжело. Дальше будем вымешивать руками. Добавляем буквально здесь уже пару столовых ложек муки осталось. И рукой просто собираем тесто в комок. Вот так вот. Собирая в кучку. Все делаем очень быстро. Буквально за 30 секунд сейчас все соберем. Будет очень мягкое, такое податливое эластичное тесто, но ни в коем случае не забитое мукой. Больше муки тут точно не нужно. Все собрали в комок. Вот посмотрите, какое оно. Оно очень приятное, не липнет к рукам, очень эластичное, но и месить его долго не нужно. Только собрали в комочек, сразу в пакет и отправляем в холодильник. Буквально на 10 минут, пока мы приготовим начинку. И отправляем в пакет. За это время оно немножечко охладится и стабилизируется. Для начинки приготовим стабильную творожную начинку. Но, конечно же, вы можете использовать густой джем, либо другую, какую-то желательно стабильную начинку. Творог используйте любой жирности, у меня 9%, но можно и 5%. Главное, если он у вас крупнозернистый, тогда пробейте блендером, либо перетрите через сито. Если он у вас более такой пастообразный в брикете, тогда этот шаг можете пропустить. Вот такой вот пастообразный творог нам подойдет больше. Дальше добавляем сахарную пудру. Насколько вы любите сладкое. Я добавлю примерно 2,5 столовых ложки. Но вы пробуйте, как вам на сладость. Можно 1,5, если вы не сильно любите сладкое. Добавляем сахарную пудру для того, чтобы сахар он не успеет раствориться в твороге, поэтому сахарная пудра идеально вот для этой начинки подходит. И для того, чтобы начинка была стабильной, добавляем 1,5 чайных ложки кукурузного крахмала. Но можно и картофельного. И еще для стабильности добавим 1 белок. Желток нам понадобится также, будем смазывать им печеньки, а белок пойдет для стабилизации в начинку.
Добавляем белок. И по желанию можете добавить пакетик ванильного сахара. Дальше взбивать ничего не нужно. Можно лопаткой либо венчиком хорошенько соединить все вместе. Все, начинка готова. Вот такая вот консистенция должна получиться. Для удобства я ее перекладываю в кондитерский мешок. Так будет намного удобнее наполнять печенье. Все, начинка готова. Срезаем кончик. И пока готовили начинку, уже готово и тесто. Присыпаем стол слегка мукой. И тесто делим пополам для удобства работы. Одну часть я убираю в холодильник, пока мы будем заниматься второй. Раскатываем тесто в пласт толщиной примерно 3 мм. Тесто очень удобное в работе, не липнет, очень хорошо раскатывается. Просто вот как пластилин, можно делать все что угодно с него. Дальше нам понадобится круглая либо фигурная вырубка. И вырезаем вот такие вот кружочки. Убираем обрезки и скатываем их снова в шар. Дальше добавляем начинку в виде колбасок с двух сторон. Вот так вот, с одной стороны и с другой. И в центре у нас получается немного пространства. Один краешек сюда, а второй заворачиваем вот так вот и скрепляем сбоку вот здесь вот так. Мне захотелось сделать эти печенья в виде вот таких вот конвертиков-люлечек, но минус такой формы в том, что при выпечке они могут раскрыться в точке скрепления. И чтобы этого не произошло, раскатывайте тесто максимально тонко, вырезайте вырубкой диаметром побольше и скрепляйте печеньки максимально крепко, желательно не сверху, а закрутив одну сторону под низ, и там уже скрепляйте. Ну и в крайнем случае можете скрепить зубочисткой. Универсальность этого печенья в том, что начинка очень стабильная, а тесто песочное, но за счет сметаны оно получается мягким. Поэтому с него вы можете сформировать абсолютно любую форму, какая вам нравится. Из остатков теста я сформировала печеньки-трубочки с начинкой. Для таких трубочек раскатайте тесто в тонкий пласт, нарежьте пластинками в 3-4 см шириной и внутрь выдавливаем колбаску с начинки. Далее тесто скрепляем вдоль, как вареник, и нарезаем на чуть меньше кусочки. Шов должен быть внизу. Готовые печеньки смазываем яйцом с немножечко молока, я добавила буквально чайную ложку. И разогреваем духовку на 180 градусов. Со всего количества теста и начинки у меня получилось 2 вот таких вот больших противня печенья. Ставим разогретую духовку на 180 градусов примерно на 15-17 минут. Все зависит от вашей духовки. Когда они будут золотистыми, тогда и готовы. Румяными, такими золотистыми. Ну что, печеньки готовы. Посмотрите, какая красота получилась. Это что? Печеньки. Какие-то рулетики. Мама, очень вкусно. Надо пудра еще присыпать. Может так окунуть? Давай туда. Ну? Это супер вкусная печенька. Да ладно. Очень вкусно, спасибо. Пока. Я побежал гулять. Печенье готово. У меня вышло 2 таких больших тарелки. С сахарной пудрой оно еще лучше раскроет свой вкус. Получается очень нежное сливочно-творожное печенье. И на 2-й и 3-й день оно остается очень вкусным. Ну что, печенька готова, давайте вместе попробуем. Аромат вообще просто нереальный, такой, знаете, сливочно-творожный, печеньем, вот это все витает так в воздухе, просто класс. Они уже у меня остыли. Сначала они очень мягкие, прям ну супер мягкие, а потом, когда они остывают, сверху корочка образуется, хрустящие они такие, а внутри они мягенькие остаются. Пробуем.
Мгм. Всегда люблю очень с творожной начинкой, мне очень нравится. М. Так, ну что сказать, тесто очень интересное в сочетании со сливочным маслом и сметаной получается как бы песочное, но и не песочное. Сливочное масло дает хрусткость, вот эту хрустящесть, а сметана, она смягчает тесто. Поэтому оно такое хрустяще пышное. Начинка творожная также очень, знаете, там загустители все, они не чувствуются. Она очень такая ненавязчивая, мягенькая, приятная. Она дополняет хорошо печенька. Мне только не хватило какой-то оттенка лимонной цедры какой-то. Я бы что-то добавила такого апельсинового какого-то аромата, лимонного аромата. Вот мне здесь не хватило. Чем меньше вы их делаете, тем сложнее, чтобы они не раскрылись, потому что толстое тесто, маленькая форма, и они прям, ну вот, раскрываются. А мне вот хотелось сделать масенькие такие, знаете, как семечки хрустеть. Но, к сожалению, они, вот видите, немножечко раскрываются, поэтому это тоже учтите. Очень тонкое тесто и крупненькие вот такие, чтобы заворотик можно сделать чуть ли не в конец. Тогда они будут у вас полностью скрепленные. Рецепт мне очень понравился. Готовила я такой впервые. Все вам нюансы рассказала. Мне нравится, я вам советую, потому что вот тесто вкусное, начинка вкусная, все стабильно, все держится. Вот форму уже выбирайте, какая вам нравится. Если приготовите, жду ваши фотоотзывы в мой телеграм-канал. Всем спасибо, кто досмотрел меня до конца. Ставьте лайк и до новых встреч. Пока!